Итак, сегодня в выпуске я покажу вам свой самый первый интерьер. То, с чего все начиналось. Тут же тебе задание. Люстру повесить в ту комнату. Где? Ремень безопасности должен быть застегнут и затянут по размеру при управлении движения. Мы сегодня едем за 2000 километров, чтобы показать вам мой самый первый интерьер, с чего все начиналось. Снег, да? Не то, что в Москве. Вот тут прям снег. Аленка в самолете. Как он сядет? Как он сядет? Там белое все. Аленка просто боится. Ах, это для меня очень волнительный момент. Это квартира моей мамы. Она находится в Полевском, и я оттуда переехал уже очень давно, 19 лет. Мы сейчас приехали в Екатеринбург, но это еще не конечная точка. Нам еще нужно взять тачку и доехать до Полевского. Это примерно 70 километров от Екатеринбурга. Вот этот плац на ближайшие пару дней наш. Мама попросила купить ламинат. И вот мы сейчас заехали в Леруа ближайший. Короче, учу, как покупать в Леруа. Надо покупать самый дорогой, потому что самое дешевое. Самое главное, чтобы была фаска. Но это плохая фаска. Это тоже плохая. Ничего, кстати, ламинатик. Вроде не воняет. Деревом пахнет. Во, вот такая фаска должна быть. Если у ламината есть такая фаска, то его, когда он начнет елочкой вздыбаться, вы этого не заметите, не увидите. Вот здесь нет фаски. Это все вздыбуется и так. Вот он, самая жопа за 300 рублей. Прям опасная очень. О, вот такого цвета примерно есть. Вот, кстати, нормально. Здрасте. Нам было такого 11 метров. Приедет у нас на следующем неделе. Нету? Ай-яй-яй. Блин, а ничего нету на самом деле. Был один нормальный, и он закончился. Вот у меня сейчас такое жесткое ощущение, что мы возьмем какое-то говно, и я не хочу этого. Поэтому закажем нормальный ламинат маме, да? Хороший ламинат надо заказывать. Зря приехали. Ну и ладно, поехали в Полевской. Уезжаем в Полевской. Уезжаем в Полевской. Полевчуша, Палермо. Полевской, Полевчанский. Последнее время я очень далеко отъехал от дома, и чтобы доехать до мамы, мне приходится лететь до Екатеринбурга, брать там тачку в аренду и ехать 70 километров в Полевской. Мне даже последнее время кажется, что надо перевести маму куда-то поближе. Вот эту дорогу, вот прям от этого места, от въезда в Полевской до самого центра, мы починили вместе с жителями. Как-то в 2013 году я организовал автопробег. Вот этот парень волосатый, это я. На автопробеге собралось около 200 автомобилей. Это огромная 1,5-километровая пробка. Для Полевского это просто немыслимо. И туда приехала куча репортеров, Первый канал, Второй канал, очень много журналистов. Тогда мы добились того, что нам все-таки починили вот эту дорогу от въезда в город до самого центра. И потом еще я организовывал 2 года подряд автопробеги, чтобы починить остальные дороги от въезда в город до двора моей мамы. Главное, чтобы это телевизор показал. Когда телевизор показывает, губернатор говорит: что за херня, мэру, почему твой город мелькает в новостях, сделай уже им эту сраную дорогу. И они в итоге делают. А пока нет никакой обратной связи, отдачи, всем пофиг вообще на ваш город, никто ничего не будет делать. Так, ну что, пойдем. Вот он, мой двор. Здесь я родился, в этих 3 башнях-близнецах. Раз, два, три.
Вот подъезд уже тоже начали убивать. Вот видите, подъезд тоже я тут чинил. Подъезд я очень быстро починил, на самом деле. Есть рост ЖКХ, нужно просто заполнить свой адрес, галочками отметить, что у вас там плохо. Ты нажимаешь «Отправить», а сайт автоматически отправляет прямо за вас письма в прокуратуру, в ЖКХ, в область. Короче говоря, через 3 месяца нам перекрасили этот вот подъезд. И все. Один раз одно письмо отправил, и все. И покрасили подъезд. Лайфхак, держите. И не благодарите. Привет! Привет! Смотри, тут пиццы наделали. Раз пицца, 2 пицца. А это что? Рыба. Вот та самая кухня, самая первая, которую я сделал. Это прям самая первая кухня. Полька, давай обзорчик снимем. Нет! Иди сюда. Нет! Да пошли. Нет! Алиса, пойдем покажешь мне комнату? Не хочу! Да пойдем. Нет, не хочу! Ой-ой-ой-ой. Короче говоря, это самый первый мой интерьер вообще ever. Сделали примерно в 2012 году. Я тогда еще не знал, что такое дизайн, и вообще ничего не знал. Цель у меня была сделать что-то недорогое такое, но красивое. Обычно выкрашивали сюда в персиковый цвет, и я очень хотел белый цвет. Прям очень хотел, поэтому просто приклеил обои под покраску и покрасил в белый цвет. Я прямо был фанатом минимала с самого детства, поэтому сделал такую минимальную штуку. Тут надо было что-то хранить, и еще вот это должен был быть шкаф дополнительный, платиновый. Видите, тут висит. Единственный косяк, я теперь понимаю, зачем вообще нужно выравнивать пол и стены. Вот посмотрите, я не выравнивал стены, ни пол. Вот, здесь какое расстояние, да, и внизу. Здесь вот тоже это видно, смотрите, какая разница. Снизу вот так торчит. Думаю, надо, чтобы что-то делило стену на разные части. И это я сейчас напоминаю, я вообще не знал, что такое дизайн, вообще. Короче, что-то, чтобы делило, типа декор стены я нашел за 500 рублей в Икее. Это рулонная штора. И когда здесь вот включаешь, этот светильник, он подсвечивает вот эту рулонную штору наверх. Получается прикольно. Здесь такая стена была пустая. Я хотел что-то, что стену удлиняло вширь. Каждое зеркало вот такое, оно стоило 500 рублей. И вот, 1500 рублей стоили зеркала. Я вообще ненавидел тюль. Мне кажется, это самое плохое, что можно придумать окну, но фишка в том, что тюль, она закрывает некрасивые окна. И тут, по сути, не такое супер красивое окно. Поэтому я сделал шторы двойные. И вот эта штука, это не тюль, это штора белая. Но мне не нравится вот этот вот угол. Если его открыть, то видите, да, это вот, как Земсков завещал. Все как надо сделано. Чтобы эту страшную херню закрыть, я специально сюда повесил еще одну штору, которая вот так вот выходит из первой. И она закрывает это вот всю пластиковое говно. Ну и справа тоже. И получилось такое почти панорамное окно. Денег было тогда немного, и я вообще не знал даже, что можно, в принципе, вот эту херню сносить и сделать панорамное окно. А вот там на балконе все сам тут обшивал. Здесь специально я обшил белым, чтобы из окошка тоже казалось, что окно какое-то более-менее панорамное, потому что само окно белое, все белое, и там белое, и нет ощущения того, что там что-то ограничивается. И так реально и получилось. Ламинат вот этот тоже я сам стелил. Я, правда, не знал, что нужно стелить перпендикулярно окну, потому что так видно прям шпалы, вот так вот. С коридором я не особо заморачивался. По сути, мы просто покрасили в белый цвет и повесили самое дешевое, что было в Икее. Это был 11 или 12 год. А здесь, естественно, конечно, как все начинающие дизайнеры, у меня есть, значит, свободное большое пространство белое. Как я отдекорировал его? Примерно вот так вот, да. Тут у нас уже соленкой повесили. А это вот та самая кухня. Прошло уже около 8 лет, поэтому тут немножко не сохранилось в том же формате, как она была. Просто до этого было...
Вот была просто советская разруха, адская, беднота такая, бедность. Когда плита стоит отдельно стоящая, здесь вот у нас стояло 2 шкафа, тут и мойка, и они были разные, отдельные вообще друг от друга, разного цвета. Очень страшно было, прям адски. И когда мама там увидела первый раз кухню, думает, ну здесь вот уже дизайн. А кто тут дизайн придумывал? Ты, Даш? Совместное творчество. Да, ну тут уже Даша, сестра у меня, вон они сидят. Там сидят дизайнеры местные. Здесь получилось очень хорошо. По сути-то покрасили стенку, поставили с Икеи что-то, бах-бах. Получилось симпатичненько, за супер недорого. А тут это было очень давно. Это, кстати, было до того, как я там дизайном занимался. И до того, как я сделал кухню. И там мы пришли просто в плиточный магазин, и они сами нам сказали, вот такая плитка будет крутая. Я тут сам все клеил. Я приезжал по выходным и клеил плитку. Мама, сколько я делал плитку эту? Месяца 2. 2 месяца? Ну реально, я потому что по выходным только ее приклеил, и я никогда в жизни не клеил плитку. А где вы мылись? Ты приезжал, разводил всю эту грязь, клеил ряда 2, а потом уезжал нам как жить там. Вот всё грязюки. там приводили в порядок, потому что приезжал. Я опять грязь разводил. А это единственная комната, которая осталась типа давно. Видите, тут обои, они не под покраску. Это даже еще до натяжных потолков было. Это эти приклеенная эта хрень сверху. В общем, эта комната еще не дождалась дизайна своего. Но скоро дождется. А на самом деле вот эта комната, она была моей. Здесь мы с Дашей, вот с сестрой мы здесь жили. Смотрите. Это пруд, а вот там вот 3 сосенки. Вот, видите, это остров. В общем-то, по сути, я жил в 3 башнях-близнецах на берегу пруда с видом на остров. Красиво, да? Тут же тебе задание. Какое? Люстру повесить в ту комнату. Где? Вот спальню маме. Люстру? Да. Уже люстру какую-то с блестками решили повесить. Мне уже даже страшно немножко. Ну ладно, пойдет. Я уже прям переживал, что она сейчас там с какими-нибудь этими... С гирляндой какой-нибудь будет люстра. Вот эти вот будут казаться как блесточки. Ё-моё. Миша, останавливай. А есть на что вставать? Нет. Вообще все просто болталось. Тут вообще не работало. Вот раньше строили, да? Это были эти панельные дома и панельный потолок. И там была специальная дырка под люстру. Вставляли вот такую штуку. Как говорил наш учитель по трудам, надо сначала накирнить, потом посверлить. Так у него погоняло, потом и осталось кернер. У меня левая рука еще не особо работает. Я буквально 2 недели назад только снял гипс, и она так себе работает. Одна есть. Че ты? Включи. Ой. Бля, на эту руку опять. Блядь, да что ж-то? Скоро звоню. Даша, звони скорую. Миша опять на руку упал. У нас Миша упал. Это же вообще жесть. Вообще. Соблюдайте технику безопасности. Так, в общем, я 2-й раз сломал руку.
Сходил на сходку подписчиков, вот как мне говорят там в Инстаграме. История следующая. Значит, 1,5 месяца назад я сломал руку. Я был на Розе Хутор, катался на сноуборде, сломал там руку, мне поставили гипс. Вот я целый месяц я отходил с гипсом. 2 недели назад я снял тот гипс. Был у меня такой пупырышка гипс. Все было классно, пока я не повесил эту люстру. Я пока падал, я понимаю, что надо попасть куда-то между пылесосом и табуреткой. И я вот так щекой прилетел туда. И чувствую, что рука еще слабенькая была, она еще не разработанная, и она просто доломалась. В том же месте, где я сломал, она там же хряснула. Нормально так сломалась. Мы съездили в травму, мне обратно все вправили. И вот опять мне нужно с этим гипсом проходить целый месяц. Вот целый месяц мучиться с этой фигней. В общем, ребята, соблюдайте всегда технику безопасности, не делайте как я, и все будет хорошо. Яссу, Паша, яссу. Господи, я отвыкнуть не успел от твоей пластмассы. Это ты оставил окно. Да, вы, кстати, ну что, Паулик? Друга вижу раз в полгода. Сейчас фишка в том, что я тачку-то взял в аэропорту, а ее ж теперь надо обратно привезти с этой рукой, да? Да, Вот поэтому... теперь Павлик поедет, повезет нас, покатает нас туда-сюда. Ну не так часто вдруг приезжает, иногда можно покатать. В общем, ребята, еще ближайший месяц особо видео не ждите, потому что неудобно.